Доброе утро из солнечного Буэнос-Айреса. Мы отправляемся гулять по райончику по нашему, без особых планов, просто что посмотрим, то посмотрим. Сегодня воскресенье, практически все закрыто, людей не так много, но это наоборот хорошо. Интересно, так зажали здание старенькое. Такое красивое здание. Ограждение от протестующих, возможно. Туристов много достаточно в городе. Вот стоят, слушают, гид что-то им объясняет. А здесь стоят протестующие, что-то требуют. Палаточный городок небольшой. Сегодня воскресенье, проходит ярмарка. Здесь хендмейд, картинки, одежда. Много всего. Не хочется купить? Очень большая ярмарка, конца и края ей нет. И в ту сторону, и в эту. Закончилась эта ярмарка. Мне кажется, это самое лучшее место для того, чтобы найти сувениры, чтобы привезти их из Аргентины. А находится она вот здесь, на улице Дефенса, по воскресеньям. Не все так идеально. Есть то, что ждет очереди на реставрацию. Заинтересовала эта антикварная лавка. Я думала, это шапочка на манекене, но оказалось, что это не шапка. На местный рынок муниципальный пообедать. Здесь очень много кафешек разных, готовят закусочки, напитки и так далее. Вот, очень здесь красиво и симпатично, историческое старинное здание. Сейчас будем есть. Взяли попробовать такие сырные палочки. Они в сладком чили-соусе. Очень интересное сочетание. Мы дошли до района Сан-Тельмо. Вот здесь идет реставрация. Сюда идти смысла нет. Вот здесь остались трамвайные пути. Пойдем в ту сторону.
проходит представление каких-то уличных артистов, и он спрашивает, кто откуда приехал, ставит музыку национальную и просит выйти потанцевать. Пока вот только девушка из Бразилии вышла и потанцевала, все остальные стесняются. Мы специально стоим подальше, чтобы нам ничего не сказали, никуда нас не позвали танцевать. Русское отступление. Вот зато с помощью этих уличных музыкантов мы узнали, откуда здесь туристы. Это в основном Колумбия, Чили, Бразилия, Испания, Португалия были люди. Но в конце произошло странное, артисты начали выносить шляпы, чтобы собрать деньги, и вообще все разбежались. Так нелепо, так смешно. Ну, мы тоже, конечно, убежали. Такое смешное дерево. И очень красивые цветочки. Тоже похоже на баррикады. Азиз говорит, возможно, это Министерство экономики, а это машина министра экономики. Набор аргентинца. Они ходят здесь с термосами и вот с такими чашечками для матэ. Это зеленый чай, туда крепкий наливают и пьют. Здесь, видимо, был банк, который сейчас не работает, и его вот прям полностью заложили кирпичами. И вообще вот в выходные закрываются магазинчики или решетками, либо вот такими ставнями. У некоторых решетки более красивые, ажурные. Вот тоже интересный дом. Мы тут искали место, чтобы поесть. Вот выбрали один ресторанчик с приличным рейтингом. Но там не было вообще ни одного свободного столика. А там, где были места, там была какая-то странная атмосфера. Невкусно выглядевшее меню, да и рейтинг был плохой. Поэтому мы просто идем в магазин, попробуем купить готовой еды. Вообще в центре очень грязно сегодня, там, где есть какая-то жизнь, где работают магазинчики. Видимо, у дворников сегодня выходной, поэтому очень грязно. Мы пришли в магазин приличный, и он оказался закрыт. Вообще в воскресенье почти ничего не работает. Нашли работающий ресторанчик. Сейчас ждем, когда нам принесут еду. Вроде и рейтинг хороший, народу много, и вообще даже на очередь в ходе образовалась. Как понять, что в кафе пришли иностранцы? Они будут заказывать газировку, а местные берут пиво, вино, а потом еще пьют кофе, эспрессо. Мне принесли равиоли овощные, также к ним есть еще сыр. Когда приходишь в мясной ресторан и заказываешь одно из двух овощных блюд, которые есть в меню, 99%, что будет невкусно. Этот ресторан не стал исключением. У меня написана какая-то овощная начинка, но непонятно, что за овощи. Как будто там что-то смешано с мукой, чтобы, видимо, не растекалась начинка из теста. И, короче, прям вообще невкусно. Я все-таки чуть-чуть поела. У Азиза вот стейк Нью-Йорк. Ему принесли картофель еще к этому стейку, поэтому я поем картофель. Приехали на свой второй этаж. Привет-привет! У нас уже понедельник, и сегодня мы отправляемся стирать одежду, так как у нас в квартире нет стиральной машины. Вообще, в принципе, для стран Южной Америки это нормально. В общем, пошли в прачечную. Вот наша стирка. Собрали ее в шоперы. Заодно покажу дом, в котором мы живем. Винтовая лестница. И такой холл. А прачечная у нас здесь прям второй подъезд.
Отдали стирку. Получается, за стирку, за 2 шопера мы должны будем заплатить 920 пецо. Это около $5 получается стирка. Но для меня, например, это совсем неудобно копить вещи неделю. Наверное, это удобно для тех, у кого очень много одежды, а для путешественников, когда каждая футболочка и трусики на счету, это вообще ждать целую неделю стирки, пока все накопится. Ну ладно. Сейчас мы идем в аптеку. В воскресенье аптеки вчера не работали. Нужно купить средства для лица, умывалку, крем, там что-то такое. Но сегодня почему-то тоже не все аптеки работают. Вот аптека. Туда мы сейчас идем. Это то, что мы купили в аптеке, отдали за это $15. Здесь маска для лица, мицеллярка, мыло и для рук, санитайзер и салфетки. Из-за сильной инфляции даже в аптеках не на всех товарах есть цены, потому что нет смысла лепить ценники, потом их опять переделывать тогда, когда курс меняется, и это очень неудобно. А я пока покажу нашу квартирку, которую мы снимаем. Здесь кухня. Очень удобно, что вот окно есть. Правда, через него, конечно, ничего не видно, но его можно открыть. Опа. И будет проветриваться. Так, ну тут много шкафов, квартира старая. Микроволновка, холодильник. Это наша жилая комната. И это ванна, туалет. Хочу обратить внимание, здесь вот 3 крана. Это горячая, холодная вода и душ. Отсюда включается такой ретро. Ну и раковина. Отдельного внимания заслуживает вид из окна, который отсутствует. Вот такой двор-колодец. Это наше окно, кухня. Туда наверх окна. И вот что внизу. В старых аргентинских домах практически во всех такая система, колодцы. Есть один плюс, что здесь не слышно шума с улицы. Потому что мы живем хотя прям совсем рядом с дорогой, но у нас тихо. Но минус в том, что вообще не попадает солнечный свет в квартиру. И непонятно, какое время дня сейчас. То есть у нас просто есть светлое время суток и темное время суток. Все. Это комната, где мы спим. Здесь есть рабочее место, шкаф. И здесь тоже достаточно унылый вид из окна. Тоже колодец. Вот так. Тоже внизу небольшой дворик. Но здесь хотя бы видно небо, кусочек. Время уже 18:30. Мы с этой бумажечкой на квитанцию пришли забирать свои вещи постиранные. Вот стоим, ждем. Собрали вещи, вот так в пакеты их упаковывают, они уже постираны, поглажены. Вещи после стирки дают сразу глаженные, душистые такие, даже носки погладили. Молоко снимаем. Мы вышли, хотели пойти к музею иммиграции. Там еще порт, и почему-то дорогу перекрыли, там спецназ, ну вы сами видели. И вот здесь отошли подальше, тоже стоят автобусы полиции, еще вот эти фургончики, автозаки, наверное, местные. Вот непонятно, что происходит. Сейчас хотим почитать новости какие-то, может и не стоит сегодня гулять вообще. Оказалось, сегодня митинг, здесь вот даже есть карта, куда они пойдут. Мы узнали, что хотели люди на митинге. Там бедные люди просят бесплатные обеды, которые у них раньше были, похоже, но теперь у них их забрали. Хотя митинг проходит достаточно далеко от тех мест, где мы находимся, то полиции здесь очень много. Мы тем временем зашли в такой парк, экологический резерв. Какая-то тропа. Это уже традиционная картина. Ну вот дальше вода. Ягодки. Тут тоже что-то непонятное. Такое ощущение, что сюда специально мусор вывозили. Вот это, например, прям видно, что кирпичи какие-то, стройматериалы.
Короче, так все загажено, что находиться здесь неприятно. И эта касторка здесь растет. За нами сейчас находится река Ла-Плата, как подсказали Google карты. Это самая широкая река в мире. То место, где она впадает в Атлантический океан, достигает ширины 220 километров. Вот, поэтому здесь такая мутная вода, потому что там эти реки несут ил речной сюда. Вот, поэтому здесь нельзя купаться. Очень мутно и грязно. Там впереди у нас получается Монтевидео, Уругвай. Но если вот по этой реке выйти в Атлантический океан, то следующая большая земля будет Южная Африка, ЮАР, примерно город Кейптаун. До него 4865 километров. Стрекозы. Опять это смешное дерево. Есть зона для пикников. Вода как будто бы голубая. На самом деле нет, это просто небо так отражается. Написано, что нельзя туда проходить. Но отодвинули решетку, поэтому я пойду. Здесь немножко песочек и камни. Печально, очень много мусора, как и люди просто мусорят, не убирают, так и из воды выносится этот мусор. Очень такое зрелище печальное, жалкое. Есть еще небольшая смотровая в сторону деревьев. Я думаю, это для тех, кто наблюдает за птицами. Вертолет полицейский кружит туда-сюда. И там закрыто. На самом деле, почему-то большая часть парка закрыта, как-то стихийные заборы. Непонятно, к воде проходы большинство закрыты. Еще этот вертолет кружит полицейский над головой, поэтому создает такое впечатление немножко напряжное. Ну, лично для меня, мне как-то неспокойно здесь. Обалдеть, попугайчики. Прям вместе с голубями попугайчики гуляют. Здравствуйте. Здесь парк. И по выходным, особенно здесь много всяких кафешек, автобусы приезжают, фургончики готовят еду. И вот некоторые автобусы выглядят так, как будто они здесь уже стоят лет 30, наверное. А я все думаю, ну где же главные герои Аргентины? Вот памятник Лионелю Месси. Такая здесь приятная обустроенная набережная, но везде стоят заборы, и по какой-то причине нельзя туда спуститься. Нашли отличную аптеку, все ценники указаны, и вообще все, очень много всего продается. Так что это уж потом со временем начинаешь понимать, где что стоит покупать, где нет. Мы сошли в Мак-кафе, и я вот взяла десерт попробовать, торт Аргентина называется.
что-то из этого капучино, что-то из этого латте. Надо разобраться. Вот так. Буэнос-Айрес. Играет в футбол прямо на площади. На сегодня все. Наша прогулка заканчивается. Хотели поехать домой на такси, но сейчас вечер, и большинство такси заняты. Нам пока не удалось никого поймать, поэтому идем пешком. Идти минут 40. Ну, если, конечно же, не получится все-таки кого-то выловить. Так и дошли до дома. Сил нет, поэтому на второй этаж поедем на лифте. Мы пришли пообедать в корейский ресторанчик, который у нас прямо возле дома. Из-за того, что сидим дома целыми днями, вообще настроения нет, потому что у нас нет солнца, и поэтому у меня так немножко кислое лицо. Это то, что нам принесли. Какая-то огромная тарелка. У Азиза были маленькие пельмешки. Вот, есть кимчи. Ресторанчик очень симпатичный. Хочу показать палочки железные. Видели когда-нибудь железные палочки? Я первый раз. Но блюдо оказалось не вегетарианским, там есть мясо, поэтому я сегодня без обеда. В меню было только QR-код вариант, а у меня нет интернета на телефоне, и поэтому Азиз заказал там, что было, что попалось на глаза. Вот. А оказалось, там есть мясо. Поэтому мне не нравится, когда отказываются полностью от бумажной продукции, потому что не у всех есть интернет. Но место классное, там все столы заняты, и вот такая очередь на входе. А здесь мы живем. Шли домой. Азиз забрал эту еду с собой, вечером поест свининку. В кафе пообедать не получилось, поэтому вот такой у меня сегодня обед. Макароны и чечевичные котлетки. Сейчас буду что-то на ютубе смотреть про Колумбию. Там наши вечно сушащиеся полотенца. Приятного мне аппетита. Сейчас мы идем в обменник, и вот мне все-таки не дает покоя тема мусора. Мы как-то видели, что вот прям в этот огромный мусорный бак туда внутрь залезает человек, подает мешки, чтобы они вот здесь вот на улице их потрошили, доставали оттуда, что можно. Вот потом все в таком состоянии здесь остается. А мусорный бак, вот он такой большой достаточно, больше, чем те баки, которые я видела до этого. И причем контейнеров для переработанного, для того материала, который можно переработать, очень мало в городе. И вообще здесь, видимо, не принято сортировать мусор. И вот так потом дворники, коммунальщики должны убирать этот мусор. Сегодня суббота, людей на улице очень много, но при этом более-менее приличные обменники не работают. Пока Азиз в обменнике, хочу показать эти чашечки для мате. Альпаки. Есть еще шерсть, изделия из шерсти альпаки. В супермаркетах не всегда найдешь шоколадки, такое разнообразие, к которому мы привыкли, поэтому здесь есть такие отдельные магазины, Милка. Там шоколадки, всякие вкусняшки и так далее продают. Нигде нет ценника. В Буэнос-Айресе нумерация домов идет не по домам, как мы привыкли, а по метрам. Ой, здесь сбит. То есть получается вот этот 946. И идем дальше. 954. Получается, мы прошли несколько метров. И вот в зависимости, на каком метре улицы находится дом, такой и будет номер у дома. 964. На улице очень хорошая погода, солнышко светит, тепло, красота вообще. А вот дома совсем грустно. Tucumán 2024. Tucumán Street. Thank you. Поначалу мы пользовались Uber'ом такси, но его оказалось долго ждать, потом чуть ли не
20 минут нужно было ждать машину. И потом стали ловить вот такие городские такси. Если видите на лобовом надпись «Либры», значит такси свободно и можно его поймать. И оказалось, что эти такси даже стоят в 2 раза дешевле. Причем водитель едет без навигатора, он хорошо знает город, его просто говоришь адрес и все, и он тебя доводит. И по счетчику, то есть цена фиксированная. Только я сказала, что водят каждый раз без ошибки, и вот нас сейчас немножко не туда завезли, но почему-то вот у большинства водителей есть плохое зрение, они либо очки используют, либо лупу, и вот водитель неправильно увидел адрес на телефоне, поэтому мы сейчас возвращаемся обратно, ну, ничего страшного. Немного вечернего Буэнос-Айреса, улица Флорида. Идем домой, вечер. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска.